В распоряжение донецких ополченцев попал секретный архив, который бросили при отступлении командира одного из украинских подразделений. Среди документов полное досье на всех военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях. На тех, кто вел артиллерийские обстрелы городов Донецкой области. Записаны время нанесения ударов и координаты атак, а также адреса и фамилии ближайших родственников солдат, которые отправились воевать против жителей Донбасса. Тему продолжит Дмитрий Мельников. Ополченцы Донецкой Народной Республики изучают документы и архивы разбитой колонны украинской армии. Многочисленные формуляры, отчеты и бланки с гербом Соединенных Штатов и надписью «Министерство обороны США». Вероятно, относятся еще к 2007 году, когда армия Украины участвовала в миротворческой миссии в Косово. И американцы там всегда война. За кадром звучат эмоциональные комментарии по поводу каждого найденного документа. Затем на свет появляются удостоверения военнослужащих. А после ополченцы начинают листать учетный журнал, в котором, судя по всему, содержится полное досье на всех военнослужащих одной из частей, участвовавших в АТО на юге-востоке Украины. Начальник штаба Гикола, заступник Ричка. Ай, хлопцы, как же вам теперь не повезет. Ваши имена теперь знают. Да и мне повезло, когда они родились вообще. Судя по отметкам, инвентарным печатям, на листах в руки ополченцев попали полные списки командования и личного состава войсковой части А-0224, базировавшейся под Николаевым. По закадровым переговорам становится ясно, что колонна 79-й отдельной аэромобильной бригады, участвовавшая в боях с ополченцами, была разбита под Миусинском, когда с боем прорывалась из котла организованным ополчением. Известно, что в ходе этого боя украинская армия понесла большие потери. Вероятно, этот архив, который листает один из ополченцев, был брошен военными при отступлении. И вот теперь важнейшие документы, многие из которых должны иметь гриф «секретно», стали достоянием общественности. Вот все координаты, по которым проведены стрельбы. То есть вот этот блокнот можно четко по карте увидеть. Это как доказательство, куда они стреляли. Это тетрадь, журнал командиров артиллерийских расчетов. В нем подробно записано время и координаты всех ударов, которые украинская армия наносила по мирным городам. Град и конкретно XY, то есть координаты. Я так понял, куда били, то есть корректировка. Для будущего трибунала хунты это очень важное. Вот гаубичный артиллерийский дивизион, командир дивизиона. Тимченко Андрей Николаевич. Командир гаубичного расчета – это тот человек, который, скорее всего, отдавал команды по расстрелу мирных городов. Ополченцы заявляют, что начинают готовить своеобразную базу данных по всем участникам антитеррористической операции на Донбассе, а эксперты рассуждают о возможных правовых последствиях этой находки. На совести украинской армии массовые преступления против норм международного права, против норм человечности. И в этом плане списки украинских военнослужащих – это реальные материалы для возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности тех, кто отдавал преступные приказы, и тех, кто эти преступные приказы выполнял. Пожалуй, самым серьезным проколом украинских военных можно назвать то, что вместе с данными о личном составе в этом архиве находились и сведения о семьях военнослужащих армии Украины. Адреса, телефоны, имена и фамилии членов семьи и детей. В этом простреленном в нескольких местах журнале информация, которую командирам следовало хранить как зеницу ока. Тем не менее, ее также бросили прямо на поле боя. Здесь находится информация о полном составе гаубично-артиллерийского взвода, 1-го, 2-го и так далее. Ополченцы зачитывают вслух имена, фамилии военнослужащих, семейное положение, имена родных и детей. Многие из тех, кто воюет за ополчение, потеряли семьи под ударами украинской авиации и артиллерии. Как распорядятся они полученной информацией? А вот семейное положение, то есть дочка Валерия 2011 года, Николаевская область, место Новобуг и адрес, телефоны, адреса по тем военнослужащим, которые принимали участие в
славянской террористической операции. Утеря служебного архива при отступлении – еще один пример состояния, в котором сейчас находится армия Украины. Среди находок ополчения – устав воинской службы советской армии, обложка которого заклеена отпечатанным на принтере листком с переводом на украинский. Наверное, своего ничего придумать не могли, поэтому взяли, написали по-украински. Фактически это армия, которая застыла на рубеже распада Советского Союза, сохранив все пороки той системы. Нет ни современных карт, ни современного оружия, нет морального духа, нет основы для того, чтобы военнослужащие выполняли свой долг. Фактически это масса вооруженного сброда, которая сегодня терпит поражение, и которой придется расплачиваться за те преступные приказы, которые она выполняла. А так описывают украинскую армию сами жители Юго-Востока. Украинская армия, да? Я говорю, давай я покажу, я ж местный, я знаю, где стоят, видел, где стоят. Он мне достает карту, а она 20-го года не соответствует действительности. Там у него поле, а там уже жилые кварталы. О чем можем говорить? Жители этих девятиэтажек уже успели, что называется, на себе почувствовать украинские методы ведения войны. Жительница одного из таких домов с трудом сдерживает слезы, проводя экскурсии по разрушенному подъезду. Вот, пожалуйста, вот первая квартира. Снимайте, пожалуйста, проходите, смотрите, что делается. Эти разрушения от снарядов, выпущенных из установки «Град». Несколько снарядов лежат не разорвавшимися прямо на детской площадке. Так вот мы готовим. В ополчении заявляют, что продолжат тщательно изучать все найденные документы, а затем, как говорят сами бойцы, папки и тетради будут переданы в компетентные органы. Все это в дальнейшем будет использовано. То есть будет выясняться, будет трибунал, кто из этих людей, какое принимал участие, то есть какие преступления совершал военные на нашей территории, кто был наводчиком, кто бомбил города мирные. Поэтому, ребята, от наказания вы не уйдете. В любом случае, все это будет зафиксировано, проверено и будет народный суд. Сколько городов вы здесь разбомбили, сколько убили мирных жителей. Дмитрий Мельников, Анна Цымайло, Вести.